Девушка уже работала медсестрой в местной больнице 2 года. Ее жизнь была наполнена удивительными ситуациями и необычными случаями, но то, что произошло с ней на одном из вызовов, было просто невероятным. В тот день ее бригада получила вызов от старенькой бабушки, которая нуждалась в медицинской помощи. Девушка и ее коллега быстро приехали на место и вошли в дом. Бабушка уже ждала их с нетерпением, чувствуя облегчение от того, что наконец-то пришли специалисты, которые помогут ей справиться с ее болезнью. Девушка провела все необходимые процедуры и сделала укол для бабушки, а затем они с коллегой направились обратно к машине скорой помощи. Однако, когда водитель завел автомобиль, медсестра заметила что-то движущееся в кустах рядом. Она остановилась и повернулась, чтобы разглядеть источник движения. И вот, перед ней стояла волчица. Ее глаза были полны страха и умоляюще смотрели на девушку. Несмотря на свой первоначальный испуг, медсестра почувствовала, что волчица нуждается в помощи. Она медленно подошла к волчице, стараясь не пугать ее. Волчица начала двигаться вперед, указывая девушке путь. Сердце девушки билось сильно в груди, но она решила следовать за волчицей и узнать, что происходит. Волчица привела ее в небольшую чащу леса, где на земле лежал раненый волчонок. Несколько пуль задели его, и он оказался беззащитным и нуждающимся в медицинской помощи. Девушка была потрясена увиденным и сразу же взялась за дело. Она достала из своего медицинского кофра все необходимое для оказания первой помощи волчонку. Она аккуратно и внимательно перевязала его раны, стараясь сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь. Когда все было сделано, девушка обнаружила пулю, застрявшую в одной из ран. Охотники, похоже, попытались застрелить волчонка, чтобы забрать его шкуру. Девушка с гневом и отвращением достала пулю, осознавая, что это было бессмысленное и жестокое действие. Она знала, что волчонок теперь в безопасности, и надеялась, что он полностью выздоровеет. Закончив свою миссию, она собиралась вернуться в больницу, чтобы продолжить свою работу. Она погладила волчонка по голове и пожелала ему крепкого здоровья и счастливой жизни. Волчица, кажется, понимая ее слова, медленно отошла назад в лес вместе с волчонком. Девушка осталась на мгновение, глядя, как волчица исчезает среди деревьев. Ее сердце наполнилось благодарностью и надеждой, благодарностью за то, что она смогла помочь и спасти жизнь маленькому волчонку, и надеждой на то, что в мире все-таки есть место для сострадания и добра. Вернувшись к своим обязанностям в больнице, девушка никогда не забыла о своей встрече с волчицей и волчонком. Они стали ее символом того, что иногда нам приходится совершать необыкновенные и невероятные поступки, чтобы помочь другим и изменить их жизни. Такова была история девушки, которая не только лечила больных и раненых людей, но и спасла жизнь одному маленькому волчонку. И никто никогда не забудет эту историю, которая напоминала всем о важности сострадания и заботы друг о друге. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.